Приветствую! Сегодня распакую посылку с аудиокассетами, которую доставили из Латвии с отслеживаемым трек-номером. Приобрел пару аудиокассет с лентой 4 типа у Алексея Зайцева из Риги. Алексей, привет! Все получил. Он продает кассеты на eBay, в частности в магазине AudioMax Pro. Ссылку я разместил под этим видеороликом. У него есть небольшой выбор, но доставка стоит почти $8. Кстати, спасибо Алексею за то, что вернул цену доставки с одной кассеты. Система eBay плюсует к стоимости каждого лота стоимость доставки, а Алексей взял только $8 за пересылку этого одного пакета, а в нем 2 кассеты. Цены у него не дешевые, но что-то редкое можно выбрать. В частности, за 2 кассеты с лентой 4 типа с записью я заплатил 28 евро 80 центов с пересылкой и стоимостью НДС. А перед распаковкой посылки покажу еще несколько кассет, которые я купил уже в моей стране и уже успел распаковать. Оказалось, что у меня не сохранилась вот такая Sony EF на 90 минут 1985 года, еще с лентой без улучшенной формулы. Здесь надписи на наклейке кассеты напечатаны черным цветом, а не белым. А вот такая кассета, но только записью BASF LH Extra 1 на 90 минут того же 1985 года есть в моей коллекции. Теперь будет и запакованная кассета. У нее, на мой взгляд, симпатичный дизайн с широким окном и внутри с фирменными элементами лентоукладки. Далее кассета Salimex SX2 C90. С лентой из оксида хрома, ориентировочно 1988 года и, вероятно, производства турецкого РАКС. Интересно будет оценить качество записи на ее ленту в будущих видеороликах. Поэтому попрошу подписаться на мой канал. И одна бэушная кассета Denon LX90 того же 1985 года с крайне бюджетной лентой 1 типа. Она отличается от популярной кассеты Denon DX1 1983 года только вкладышем, он без разворота, и наклейкой на кассету. Корпус разборный, фактура в диагональную полоску. Снизу раккорд аналогичный с поперечными широкими голубыми полосками. А если сравнивать с лентой, то лента здесь светлее, она цвета кофе с молоком. Здесь отмечено, что на ней есть запись Владимира Высоцкого и хорошая сборка. Послушаем. Ну а теперь вернусь к распаковке вот этого пакета. Вскрываю. Я купил на eBay аудиокассеты с лентой типа металл для японского рынка. Hitachi MT60 1990 года и ТДК ME54 1993 года. Пополняю мою, так скажем, никакую коллекцию кассет с лентой 4 типа. Отлично все упаковано, кассеты доставили без каких-либо повреждений. Кассета Hitachi Metaltron от производителя Hitachi Maxell для внутреннего рынка Японии поставляется в слим-футляре из прозрачного пластика. У него стопперы в форме перевернутой литеры Y. Крышка без передней части, а кассета в ней держится с помощью вот таких вот углов.
На ней есть вот такая прямоугольная выемка под выступ кассеты, которая с наружной стороны матовая. Грани футляра закругленные. И отсутствует какая-либо гравировка бренда. В комплекте вкладыш L-образной формы. Он исписан, заполнен трек-лист японского рок-исполнителя Экити Ядзава с оригинальными записями 1980-1990 годов. У вкладыша явно оторван здесь вот разворот, а вверху имеется вырез под выступ кассеты. Наклеек в комплекте нет. Кассета выпускалась на рынок Японии с 1990 по 1993 годы. Ее корпус разборный и, на мой взгляд, симпатичный. Это фирменный корпус этой марки кассет. Он использовался в кассетах с 1985 года только в черном цвете, а здесь он серый с золотистым текстом. И только название модели пропечатано в центре окна белым шрифтом. Фактура пластика оригинальная. Большое прозрачное окно обрамлено в тонкую рамку. Слева в углублении есть метка стороны А, это минус, со стороны Б это значок равно. А справа стрелка направления движения ленты. Само окно тоже фактурное. Верхняя матовая полоса, на которой указаны тихий механизм, суперотдача звука и имя бренда, поднята над прозрачной поверхностью на уровень вот с этой серой рамкой. В центре окна фирменная макселовская разметка в виде высоких вертикальных линий на кассетах 1990-х. Ну и катушки как шестеренки в круге. На верхней грани целые клапаны для блокировки записи. В центре выемки для автоматического определения ленты 4-го типа и штамп серийного номера. Снизу стандартная подушка, металлический экран и лента с фирменным рекордом Maxell. Со стороны Б будет указана литера стороны Б, здесь у нас сторона А. И за ней будут следовать два черных квадрата. Здесь этих квадратов нет, склейка и лента. Я бы сказал, что лента цвета очень темного шоколада. Она не черная и отблескивает позолотой. Формула явно замешана на кобальте. Состояние ленты как у новой. Вообще у Hitachi было немного кассет с лентой 4-го типа. Это MI с 1979 года, MTX в 1985 году и MT с 1990 года. И этот же модельный ряд изготавливали под брендом Lodi. Поэтому заиметь такую кассету в собственную коллекцию я охотно желал. Предлагаю послушать немного запись на этой кассете.
Ну, в общем-то, качественная и бесполезная для меня запись престарелого рок-певца, как мы слышали на английском и японском языках. Вторая кассета TDK MA на 54 минуты, японский рынок. Упакована в тонированный футляр с закругленными гранями. На крышке в углу присутствует штамповка TDK Made in Japan. Стопперы у нее похожи на значок Mercedes в кружочке. Но они несколько другие. В комплекте имеется вкладыш. Он уже J-образный. С большим разворотом. На развороте здесь представлены на японском языке все какие-то достоинства и характеристики данной ленты и кассеты. Здесь рекомендуется записывать эту кассету только на кассетной деке, чтобы добиться высокого качества. Сказано, что используется формула металлического сплава под названием MA Finabinsk или Finavingsk, у которой магнитная энергия в 3 раза выше, чем у High Positive. Заявлен максимальный уровень мол для низкой частоты 315 Гц плюс 6,5 дБ. Эти характеристики представлены также графически для ленты с намагниченностью 250 нановебер на метр. А мол для частоты 10 кГц на уровне 0 дБ. Шум на уровне минус 58 дБ. Также расписаны достоинства сплава корпуса для снижения резонанса. Вкладыш здесь не исписан, выглядит как новый. Симпатичный вкладыш, вот такой вот. Также имеется стикер, тут 3 полоски без литр, вклеится вот в верхнюю часть. Здесь специальная выемка на корпусе есть. С обратной стороны на японском языке изложена кое-какая информация и также юридический адрес, телефон представительства ТДК в Японии. Корпус кассеты темно-серый, разборный. Видно по наплывам, что он замешан из разных смол, как и указано на вкладыше. Целиком матовый, только рабочая часть имеет фактуры в виде мелкополосатой трапеции. На ней, видно для незрячих, имеется 5 полосок со стороны А и 5 кружков со стороны Б. Окно вот с такой широкой улыбкой и узкое очень по вертикали. Оно имеет черное обрамление. Надписи нанесены на корпус белой и золотистой красками. На верхней грани присутствуют блокираторы записи и пропечатан серийный номер. Снизу необычная медная пружина и очень широкая подушка. Также есть металлический кран, а раккорд полупрозрачный матовый. Эта лента ТДК по цвету похожа на ленту в Hitachi. Такой же золотистый отблеск. Но это же все же Finabinsk или Finavingsk. Состояние ее идеальное. Тоже послушаем. Неплохая запись абсолютно ненужной мне музыки в исполнении японской поп-рок-группы Come Club, альбом 1995 года. Я бы сказал, что в те годы и на отечественной сцене было полно таких клоунских команд. Замечу также, что запись на этих обеих кассетах сделана до уровня значка Dolby, то есть ниже 0 дБ по данной шкале. Ну а производитель рекомендует делать записи на эти ленты до уровня плюс 6 дБ. Вот когда буду снимать видео с обзорами непосредственно вот этих кассет, тогда и протестирую запись на таком пределе плюс 6, плюс 6,5 дБ. А сегодня была просто распаковка. Благодарю вас за уделенное время. До скорой встречи на канале и всем пока.